Всем привет, с вами Алиса, и сегодня я хотела поднять такую тему отличия тайского кондо, тайского жилья от наших привычных нам российских квартир. И эта тема очень интересная, потому что очень много мифов ходит кругом, и что жилье тут очень дешевое, кто-то наоборот говорит, что жилье очень дорогое, но хотелось бы разобраться во всем по порядку. И дело не только в цене, а в том, к чему мы привыкли и чего нет здесь, то есть какие нюансы, с которыми придется вам столкнуться, смириться, потому что тут так принято. Давайте начнем по порядочку. Первое, что меня безумно впечатлило и безумно порадовало от жилья в Бангкоке, это то, что почти во всех домах тут есть свой паркинг. То есть если ты покупаешь либо арендуешь квартиру, автоматически тебе присваивается парковочное место для машины. Казалось бы, это прям очень крутой плюс, но место всего одно. И если, например, в вашей семье 2 машины, то вы столкнетесь с трудностями, потому что вторую машину ставить будет некуда. И зачастую очень многие управляющие компании против того, чтобы вы арендовали это парковочное место у кого-то. Арендовать у управляющей компании тоже, как правило, дополнительное место нельзя. Получается, ты вынужден будешь платить как гость, это в районе где-то 4000 бат в месяц. Такая достаточно приличная сумма. Возможно, это будет удобно, возможно, нет, но просто нужно к этому быть готовым. То есть одно парковочное место включено, и это огромный плюс. Фишка еще в том, что тут жилье построено так, что первые этажи это именно парковочные этажи. И выше уже начинаются этажи для проживания, как в России. Я помню, мы часто жили в арендованном жилье, и я не очень любила первый, второй этаж, потому что зачастую либо это деревья, которые закрывают тебе окна, и постоянная темнота в квартире, солнце не попадает, либо это дворник, который с утра начинает подметать, либо зимой шкрябать снег, и очень большая слышимость. То есть я привыкла выбирать жилье этажом повыше. Мне так удобнее, спокойнее, и бонусом красивый вид из окна, конечно же, тоже очень нравится. И тут вот видите, как классно то, что первые этажи занимает обычно парковка. Следующая фишка, крутая, на мой взгляд, очень, это то, что тут почти все по Face ID, по отпечатку пальцев. То есть ты можешь выйти из дома абсолютно без всего, только с телефоном. Тебе не нужно брать с собой ни деньги, ни ключи, и ты спокойно можешь всегда оплатить что-то телефоном, вернуться домой, и вот эти ключи, связку эту огромную не надо с собой носить. Это супер удобно. Но у меня была такая история, что один раз я прилетела в Россию, и я вообще не взяла ключ от дома, оставила его здесь. Благо у меня мама живет рядом, она приехала на помощь, открыла мне квартиру, запустила меня домой. Но вот такие нюансы. И бывало такое, что да, я выходила в магазин, например, за продуктами, набирала там себе тележку вкусняшек, иду на кассу и понимаю, что карту я забыла, потому что тут я привыкла все оплачивать телефоном, QR-кодом, очень удобно. Поэтому вот такие мелочи, но это и не мелочи, потому что помимо удобства личного, это еще и вопрос безопасности. В дом, в комплекс не может попасть никто посторонний, потому что вот у нас тут вход в комплекс идет по Face ID, то есть ты сканируешь свое лицо, и после этого дверь открывается. Причем таких локаций, пропускных пунктов, их несколько. Сначала это ворота в кондо, потом по Face ID ты сканируешь дверь в лифтовую зону, дальше уже поднимаешься на этаж и по отпечатку пальца сканируешь дверь своей квартиры, чтобы попасть домой. И помимо этого тут, конечно, еще есть отдельная охрана, отдельный прям пункт охраны. Это тоже очень классно, потому что вопрос безопасности, я считаю, он такой очень важный. И знаете, при этом тут везде, и в подъездах, и в общих каких-то зонах очень чисто. Это все потому, что тоже посторонние люди не могут сюда зайти. Зачастую в российских подъездах все изрисовано, в лифте кнопочки как-то там поджигают, что-то с ними делают. Как-то тут все-таки получается сохранить красоту в первоначальном ее виде. Это очень классно.
Следующий пункт, что тут классно, это почти во всех квартирах. Ну, конечно, я сейчас говорю о кондиках, кондоминиумах. Я не беру во внимание тайское жилье, которое вот эти двух-трехэтажные домики, да, там малюсенькие какие-то. Я не смотрю на виллочки на отдельные, потому что в основном тут экспаты, иностранцы, они арендуют жилье вот в кондоминиумах. Во-первых, это огромные дома, высотные здания, что тоже классно, потому что вид на Бангкок, он прям потрясающе завораживающий, очень красиво. И фишка в том, что тут окна почти всегда в пол. Ну, редко бывает такое, что, например, в спальне может быть окно поменьше, а вот гостиная, какие-то, ну, другие места общего пользования, там везде окна в пол. И это действительно очень удобно, очень классно. Но тут есть такой минус в том, что из-за жаркого климата квартиры очень нагреваются. И вот эти окна, они, конечно же, тоже жару очень пропускают. И вот мы сталкивались с таким, что у нас квартиры выходят прям на солнечную сторону, и сталкивались с таким, что ты, когда спишь, прям чувствуешь, как от стены идет жар. И вот мы прям думали, вот что нам можно сделать со стеной, чтобы как-то вот теплоизоляцию вот эту проложить, да, обеспечить, чтобы не так стена нагревалась. У нас еще получается квартира угловая, и из-за того, что она угловая, то есть, ну, нету соседей рядышком, нагревается прям вообще очень сильно квартира. Но тут все квартиры с кондиционерами. Например, наше российское жилье, да, когда застройщик сдает квартиру, то есть я говорю сейчас не про квартиру для аренды, а вот квартиру, которую мы покупаем, там, как правило, просто бетонные коробки идут, и нет никакой электрики, нет никаких кондиционеров, ничего, просто голый бетон. То вот тут меня удивило, как даются квартиры застройщиками. По факту это полностью готовые квартиры, в которые ты можешь заезжать и жить. Ставь только свою мягкую мебель. Считается так, если ты переворачиваешь квартиру с ног на голову и ее вот потрясти, вот все, что может упасть, этого застройщик не предоставляет тебе. То есть кухонный гарнитур есть, сантехника, раковина, тумба под раковину, да, умывальник, унитаз, это все есть. А какой-то вот мягкой мебели, стол, кровать, шкафы, вот этого всего нет. Ну, в любом случае, это прям очень классно. Когда у тебя есть уже кухня, ты можешь привезти там, не знаю, кровать, диван, телевизор, и все у тебя уже полноценная готовая квартира. То есть уже электрика, там пол, потолок, свет. Это все есть. И это супер классно, супер удобно. Ну и в целом вот в таком варианте квартиры и сдаются. И потом, что еще мне очень понравилось? Это балконы. Вот я, когда гуляю по улице, часто смотрю по сторонам и обращаю внимание на всякие мелочи. И я заметила, что тут балконы используются совсем не так, как привыкли их использовать мы. У нас балкон считается каким-то таким элементом роскошества, что ли. Многие делают на балконе рабочую зону, ставят стол, либо там какие-то цветочки, кресла, чтобы попить чай, кофе. То есть здесь как-то не принято в таком виде использовать балконы, и зачастую тут балконы просто для выноса кондиционера, кондиционерного блока, сушить белье, ну и все, пожалуй. Ну, какие-то тайцы, они ставят стиральную машинку на балконе. Тайцы, либо это то жилье, которое супер маленькое, прям вот квартиры-студии. Вот в них зачастую стиральная машина ставится на балкон для удобства. И, кстати, тут на балконах продуман водоотвод. То есть от стиралки можно прям вот этот шланг сразу в этот водоотвод подключать. Тоже, ну, как бы, в принципе, удобно. Я, правда, не знаю, как стиральные машинки не портятся от такой жары, но вот я часто видела такое, что стиралка стоит на балконе, и вот люди пользуются этим. У нас балкон есть, ну, как-то поначалу я думала тоже, вот, классно, там какие-нибудь цветочки сейчас поставлю, тоже буду выходить с чашечкой кофе на балкон, пить кофе. Ну, как-то вот у меня это не пользуется популярностью. Да и знаете, еще тут такая особенность из-за того, что все время тепло, все время солнце, хорошая погода по большему счету. А первое время, когда ты приезжаешь, ты думаешь, что вот сейчас я буду тут пить кофе, тут там, сям. А когда ты живешь уже постоянно в этом, как бы
это уже для тебя не ценно. И кофе становится ценным пить просто за столом из красивой кружечки с блюдцем, и просто вот чтобы это окно было рядом. То есть я знаю, что у меня есть вот эти бонусы, они мне греют душу, но я как-то ими не пользуюсь. Вот, не знаю, вот у меня так. Точно так же с местами общего пользования. Я думаю, что вы уже слышали, что в Таиланде очень принято в кондоминиумах иметь места общего пользования, такие как фитнес-клуб, бассейн, там, сауна, какие-то локации, где ты можешь поработать за ноутбуком, уединиться тихонечко. Вот, например, здесь в нашем комплексе есть несколько локаций, и я нахожусь как раз в одной из таких, где можно забронировать пребывание свое. Вот я забронировала на час, чтобы снять для вас видео. И все, я тут сижу, у меня тут красиво, работает кондиционер, никто меня не беспокоит, снимаю видео. Вот позади меня тоже локация, да, мужчина заходит, и там такие, как небольшие коворкинги. Очень, кстати, классно, удобно, и получается, что ты за это не платишь. Как бы вот эти удобства, они уже входят в стоимость там, либо твоей купленной квартиры, либо в стоимость арендной квартиры, неважно, ты можешь всем этим пользоваться. Гости, например, к тебе пришли, можно просто туда прийти пообщаться, либо поработать за компом, за ноутбуком, это очень удобно. Как бы красивые такие пространства, это прям супер-супер классно. Вот в России почему-то этого до сих пор нет. И я думала, ну почему же так? Ну, окей, допустим, фитнес и бассейн обеспечить в каждом, да, ЖК российском, это, ну, достаточно сложно и затратно, но даже пускай бы это было не бесплатно, пусть это было бы платно. Но, наверное, все-таки застройщики не дураки, и значит, просто там как-то это не очень востребовано, и люди, возможно, не готовы за это платить. Но здесь я вижу, что очень многие иностранцы пользуются вот этими зонами общего пользования. Может быть, это еще потому, что тут квартиры небольшие, они достаточно такие вот компактные, малогабаритные. И, возможно, поэтому людям просто как-то хочется куда-то выходить, чтобы у них менялась картинка, менялась локация, не знаю, возможно, поэтому, но в любом случае это прям супер-супер классно. И вот мне казалось, что если в России, например, в Москве делать тоже в ЖКшках, ну вот хотя бы один какой-нибудь этаж, знаете, вот под квартиры на этаже делать под разные какие-то комнаты в разном дизайне, и чтобы просто человек мог прийти арендовать. Например, поснимать видео, либо пригласить друзей туда. Сейчас же, вы знаете, очень много интровертов, да, и если раньше было, ну, как-то модно, вообще это было нормой, ходить друг к другу в гости, то сейчас как-то люди, ну, не очень ходят друг к другу в гости. Может быть, это вот как-то у меня так, не знаю, поделитесь. Может быть, вы постоянно ходите в гости. Мне кажется, что иметь вот такие места общего пользования тоже было бы прикольно. Захотел, пошел поработал там за какие-то небольшие деньги. Захотел, пошел там поснимал какие-то видео, там еще что-то. Было бы супер классно. И не было бы вот таких картинок, как в кафе часто бывает. Ты приходишь, все столики заняты, люди там сидят с чашечкой кофе, и тебе некуда сесть покушать. Я знаю, что очень многие кафе вот так вот в Москве просто закрываются, потому что, ну, нет выручки, потому что люди приходят, берут там какой-то напиточек и садятся за ноутбуком на полдня. И вроде бы как ты их и не выгонишь, да, и собственник бизнеса должен терпеть вот эти неудобства. Почему я об этом говорю? Потому что я помню, раньше, ну, когда я жила в России, там рядом с нашим домом тоже было классное кафе, и там очень вкусно готовили. И когда оно открылось, все столики были свободные, а посадочных мест было немного. И вот потом я помню, что часто я заходила и не могла нигде сесть. И получается, что я понимаю тех людей, которые хотят прийти за ноутбуком поработать. Ну, как бы они же ничего не нарушают, они же взяли там этот стаканчик кофе. Я постоянно думала, что, ребята, нельзя так, вы же сами себе вот урезаете клиентопоток, и вот люди не могут у вас тратить деньги на еду. Но вот такая вот история. То есть facilities — это прям очень супер классно. Следующее, с чем вы непременно столкнетесь, живя в Бангкоке, либо вообще в Таиланде, это то, что тут почти все нацелено на невысоких людей.
Я просто 1,70 м, у меня муж еще выше. И вот очень часто бывает такое, что мы по улице где-то ходим, и друг другу говорим аккуратнее, потому что какие-то козырьки, зонтики, какие-то палаточки, есть риск удариться головой. И то же самое в квартирах все. Например, очень низкие умывальники. То есть ты идешь умываться, а у тебя умывальник находится где-то вот, ну, на уровне бедра. Либо там кухня. Вот у меня кухня жутко неудобная была, она тоже была низкая. Из-за этого мы просили, ну, поменять кухонный гарнитур. Я знаю, что наши стандарты это где-то 90 сантиметров высота кухонных гарнитуров, то тут она где-то идет 78-80. Это достаточно низковато. Но если вы невысокого роста, там 1,60 м где-то, то, я думаю, вам вообще будет супер классно. А вот кто 1,80 м, 1,90 м, ну, это ужасно неудобно. То же самое с обеденные столы и стулья. Очень сложно найти подходящие по высоте. Мы потому что сами покупали обеденный стол, а я хотела такой круглый стол, уютный, чтобы, знаете, накрывать какие-то завтраки красивые, сервировать блюда. И вот найти стол удобной для нас высоты было сложно. И стул, потому что ты все время сидишь с коленками чуть ли не выше головы. Особенно те, у кого проблемы со спиной, они сразу на это обратят внимание. Ну вот что поделать, знаете, зато вот это тепло и фрукты, которые дает нам Таиланд, они, конечно, компенсируют, и солнышко обязательно. Это все, конечно, компенсирует все те неудобства, с которыми тут можно столкнуться. Следующее, что меня впечатлило в Таиланде, тут зачастую в кондиках нет горячей воды. И я сначала думала, а как? И оказывается, что очень многие люди просто ставят водонагреватель, причем тут есть ограничения по мощности, ты не можешь поставить какой-то супермощный водонагреватель. И этот водонагреватель будет только в ванной комнате, то есть только чтобы принять душ. Чтобы умыться в раковине, да, либо на кухне, чтобы помыть посуду, там будет вода вот обычная, без горячей, то есть без водонагрева. Но фишка в том, что тут так устроена система водоснабжения, что все трубы практически, они проходят как бы снаружи контура здания, и они нагреваются, и вода течет, ну, по факту тепленькая. То есть она, ну, такая комфортной температуры. То есть не сказать, что ты в холодной воде там моешь руки, моешь посуду, но и не в горячей воде. То есть просто в такой комфортной. И сначала меня это так немножечко шокировало. И знаете, когда я приезжаю в Москву, я всегда радуюсь, как ребенок: о, у меня есть горячая вода. Казалось бы, такие мелочи, как горячая вода, но вот их тоже начинаешь ценить после Таиланда. Что еще? Что еще? Например, ты заказал посылочку, и тебе ее приносят не домой, а приносят тоже в определенные места общего пользования. Вот знаете, в России я постоянно избегала Почту России. Да. Это какое-то наказание туда ходить, стоять эту очередь. Не всегда тебе посылку могут доставить домой. А тут тебе все привозят вот сюда вниз на первый этаж, ты просто идешь, забираешь. То же самое с едой. То есть курьеру не надо садиться в лифт, подниматься к тебе на этаж, там, идти смотреть, как живут тут люди, там, рисовать на стенах и заглядывать к тебе домой. Все достаточно вот удобно. Ты увидел, что, например, тебе привезли еду в приложение, фотографию скидывает курьер, на какую полочку он поставил твою доставочку, ты спускаешься, забираешь еду, и все очень классно. Я в России жила в таком достаточно хорошем ЖК, там была охрана, но почему-то никогда там нельзя было оставить какую-то посылку. Вот, например, у меня приходит курьер, а я не дома. Ну, казалось бы, оставь ты на охране эту посылочку, я вернусь домой и заберу ее. Нет, нельзя, не положено. Видимо, это какие-то антитеррористические мероприятия, но неудобно, согласитесь. Хотелось бы, чтобы в России тоже такое появилось. Еще в чем особенность тайского жилья, это то, что ты, когда попадаешь в квартиру, там, как правило, кухня совмещена с гостиной и с прихожей. То есть ты заходишь как бы сразу на кухню. У тебя вот тут стоит полочка с обувью, и вот ты сразу там у плиты, грубо говоря. А в России мы привыкли, что у нас есть прихожая. И с одной стороны, как бы нашему мозгу это непривычно, но опять же, это обусловлено тем, что тут теплый климат, и ты не приходишь в каких-то грязных башмаках, из которых течет грязь.
Тут на улицах везде чисто. Ну, конечно, если не лазить по каким-то подворотням. И поэтому ты, когда приходишь домой, ставишь там свои шлепочки, и ты уже вот у себя дома. Кстати, тут как будто нет нужды иметь много пар обуви. Вот у меня, например, одни кроссовки, одни шлепки, и мне этого вполне достаточно. И, казалось бы, я могу себе купить несколько пар обуви, а оно просто не надо. Те, кто привык лежать в ванне, наслаждаться, там, включать музыку, плескаться, вот эти вот все бомбочки с пенкой, увы и ах, тут такого не будет. Это такая печалька небольшая. Тут только душевые, поэтому смиритесь. Но зато из удобств тут на этаже, на каждом этаже есть комнаты с мусорными контейнерами. То есть тут ты можешь выносить мусор из квартиры хоть 5 раз в день, и ты от этого не устанешь. И, как правило, это прям вот реально отдельная комната. Ты открываешь дверь, и тут стоят контейнеры разных цветов для раздельного сбора мусора. Каждый день они выносятся, то есть никакого запаха, ничего такого нет. Это прям вот я счастлива, потому что я знаю, что в России во многих домах, даже где есть мусоропровод, ими нельзя пользоваться. Тоже, возможно, это какие-то антитеррористические мероприятия, но это неудобно, когда ты утром идешь на работу и должен вот этот пакетик мусора с собой захватывать и заходить на мусорку, выбрасывать этот мусор. Фишка еще тайского жилья, то что тут во всех кондиках очень большая слышимость. То есть, казалось бы, тут все красиво, ну, реально строят очень красивое жилье, но тут такая шумоизоляция, точнее ее нет, что слышно просто всех и вся. И поэтому вот если у вас попадутся шумные соседи, то мне вас очень жалко. А в России в этом плане все строят как-то более основательно. И я вот знаю, что только ПИК не радует тем, что у них хорошая шумоизоляция. Вот те, кто покупает квартиры в новостройках ПИК, там действительно слышимость просто ужасная. А так, ну, как правило, шумоизоляция нормальна. По крайней мере, ты там можешь как-то сделать эту шумоизоляцию. То тут и шумоизоляции нет, и какие-то ремонтные работы, вот что-то, свои переделки зачастую нельзя делать. Либо, если можно, то только с разрешения управляющей компании. И вот это второй такой большой минус, потому что если вы хотите сделать какой-то ремонт, сделать какую-то отделку стен интересную, да, или в конце концов поменять кухонные гарнитуры или сделать встроенный шкаф, то вам придется делать план, прям вот проектную декларацию, отправлять эту декларацию на одобрение в управляющую компанию, юристик компани, менеджера. Он будет рассматривать ее 2 недели, и потом он либо тебе одобряет, либо говорит, что нужно скорректировать. И то же самое, вот если вы, например, хотите повесить телевизор, неизвестно, где тут в стене будет проводка. То есть в России часто делают как там, снизу вверх, например, вертикально. То есть если ты видишь розетку, значит провод идет там под розеткой, ну либо над розеткой, например, то тут он может быть как-то непредсказуемо. И если ты хочешь повесить телевизор, то ты должен позвать juristic person, он посмотрит, что ты тут собрался делать, скажет, вот тут можно, например, вот тут нельзя. То есть вот такие вот нюансы. В России, казалось бы, ты, если покупаешь квартиру, ты получаешь жилье в бетоне. То есть ты там должен делать все с нуля, ничего нет. То тут вроде бы все есть, но если ты хочешь что-то переделать, это настолько сложно. Тебе потребуется столько всего согласовывать, что это прям действительно очень сложно. И тут еще такая фишка. Вот мы делали шкаф встроенный, и тоже, как бы, казалось бы, ну, шкаф, ну, что там такого сложного, да? Нарисовала его там по размерам, эти боковинки, полки, дверки и все. А тут ты не сможешь проживать в квартире, если тебе устанавливают шкаф, потому что технология изготовления мебели абсолютно отличается от технологии изготовления мебели в России. Тут вся мебель делается из такой прессованной, клеенной какой-то вот, видимо,
Стружка это тут, во-первых, очень дорогое дерево. И купить просто какую-то деревянную мебель, ну, это очень-очень дорого, и ты так просто ее не найдешь. И вся мебель, которая изготавливается, она вот из такой прессованной стружки, но это не ДСП, не ЛДСП, а вот с каким-то клеевым составом. Оно такого вот зеленого цвета. И поэтому нам, когда вот делали шкаф-купе, привезли вот эти зеленые доски, и я еще смотрю и думаю, а где наш бежевый няшный шкафчик, извините меня, потому что я вижу все зеленое. И это какая-то специальная технология, они клеют это каким-то супер таким термоядерным клеем, то есть во время того, как собирается эта мебель и клеятся вот эти шкафы, ты не можешь даже находиться в комнате. Там такое слезотечение, то есть вот мы были вынуждены на неделю покинуть квартиру, чтобы вот они поставили эти 2 шкафа. И, получается, собирают вот этот шкаф, а потом уже, видимо, приклеивают само вот это вот ЛДСПшку декоративную, чтобы все это красиво выглядело. Но тут такая технология вот именно мебельная, потому что большая влажность. И чтобы у тебя мебель не испортилась, ее вот делают именно так. И фишка в том, что даже если ты будешь настаивать делать себе, да, обычный шкаф, вот как в Икее, вот просто из ЛДСП, не надо вот это клеить, потому что, ну что, тебе надо еще какую-то гостиницу арендовать, да, или куда-то переехать, пока тебе будут собирать этот шкаф. Ну, неудобно, согласитесь, то вам просто откажут. Никто не возьмется вот так вот делать шкаф, который будет, скажем так, без гарантии. Тоже, возможно, будет очень важным такой момент, что не во всех кондиках, не во всех квартирах можно заводить домашних животных. Если у вас это даже очень маленькое, даже если маленький, там супер няшный котеночек, который не кричит, никого не беспокоит, нельзя. В любой момент может прийти какая-нибудь управляющая служба, смотреть ваш кондиционер, либо водоснабжение, там что-то потекло, и не дай бог у вас увидят домашнее животное, это будет большой штраф, предупреждение, и я не знаю, может быть, даже могут разорвать контракт на аренду. Тут домашних животных можно держать только в домах специальных pet-friendly. То есть такого в России тоже я не видела. И меня изначально это очень удивляло, мол, как так? У меня нет домашних животных. Но, знаете, когда где-то там за стенкой лает постоянно собака, я не могу сказать, что меня это очень сильно радует. Или вот в Москве, когда жила, там, видимо, этажом ниже выбрасывали в унитаз кошачий наполнитель. Вот я прям отчетливо понимала, когда у этого кота чистый горшок и нет никакого запаха, и когда этот горшок уже пора менять, видимо, когда его меняют, у меня вот эти вот запахи все вот как-то по системе, это не по системе вентиляции, это именно по системе канализации, вот эти запахи гуляли. То есть бывало такое, что я захожу там в санузел, и я понимаю, ага, там у кота у соседского пора менять горшок, замечательно, вот зачем мне такая радость нужна? То тут вот просто нельзя держать животных и все. А если у вас есть домашние животные или вы хотите его завести, то вы должны выбрать для себя именно pet-friendly кондик. Это такие кондоминиумы, каждая квартира из которых оборудована в том числе всякими штучками для домашних животных. Вот, например, мы смотрели как-то такую квартиру ради любопытства, и там были всякие мелочи, такие как крючочки, куда вешать поводочек, еще какие-то лапомойки, по-моему, предусмотрены на первых этажах. Но там в самой квартире вот балконная дверь, чтобы выходить на балкон, и рядом была еще маленькая дверца, чтобы ваше домашнее животное могло выходить на балкончик погулять. А на этом балконе такая как бы клетка, ну, закрытая, чтобы ваш питомец там, ну, не выпал с балкона там или никуда не убежал. В общем, чтобы он всегда мог выйти и на балкончик самостоятельно, и находиться дома. Так вот устроено тут pet-friendly жилье. Это прям было максимально необычно. Ну и, конечно, в таких домах есть площадочки для выгула собак и кошек, и это все предусмотрено. Невозможно себе представить, чтобы вот ты вышел рядом с домом на прогулку, и кто-то выгуливает свою собачку, там, и вот это все в пакетиках собирает там и носит. Вот тут такого нет. Меня всегда это зимой особенно веселит. Такая шутка, как отличаются хозяева домашних животных зимой от тех, у кого домашних животных нет. Либо у тебя стаканчик кофе в руках, либо у тебя пакетик. Сами понимаете, с чем. Ну, это такой у меня юмор, знаете, не всегда смешной. Ну да ладно.
Ага. Тут вообще местные так любят домашних животных, и это так мило посмотреть. Кошечек, собачек тут очень сильно наряжают. Разные, знаете, какие-то вот, типа такие, как ошейнички, как ромашка, либо цветочек, либо какие-то кофточки, носочки там, какие-то значочки. И все это так мило выглядит. Знаете, вот животных катают на колясочках, вот в прямом смысле слова, как маленьких деток. То есть ты запросто можешь прийти в какое-нибудь кафе, люди будут кушать, и рядом стоять колясочка там с собачкой либо с котиком. И это очень мило. Их наряжают не ну, как бы не насилуя их вот этими нарядами, да, скажем так. Животное себя очень комфортно чувствует. Он не выпрыгивает из колясочки, он никуда не убегает. То есть тут животные тоже, для них это норма, что они живут дома, такие залюбленные, все нарядные, а передвигаются они по каким-то таким гламурным местам, по торговым центрам и по кафешечкам в колясочке. То есть они на это так спокойно реагируют, никто не пытается там выскочить, никто не лает, никто не гавкает. Это вообще безумно мило. Так, затекла нога у меня. И знаете, наверное, последнее, что я бы отметила, это питьевая вода. Тут с питьевой водой не все так хорошо, как у нас. Воду из-под крана пить нельзя. Я слышала даже такое мнение, что чистить зубы, ну, видимо, не во всех районах, тоже не рекомендовано вот такой, ну, проточной водой. То есть лучше использовать бутилированную воду. И для кого-то это, возможно, будет минус, потому что я очень часто вижу людей, которые ходят в магазин и вот эти вот бутылки с водой на себе носят. Конечно, это ужасно неудобно. Но можно поставить хороший фильтр. Вот мы, например, тоже поставили хороший водяной фильтр. Тут это гораздо дороже, чем в России. Наш фильтр стоил, по-моему, где-то 1040 бат. В рублях это получается где-то 120 тысяч рублей. Но он фильтрует воду, как-то, ну вот, очищает настолько хорошо, что она абсолютно пригодная для питья. И мы эту воду, конечно же, наливаем там и в чайник, и в кофемашину. И вот сколько мы живем, там, да, уже несколько лет, в чайнике ни накипи, ни осадка никогда ни разу не было. Поэтому, ну, как бы вот такой нюанс. Вроде как бы и минус, да, но проблема решаемая. Но, конечно, в любом случае, даже вот какие-то минусы, которые я вам рассказала, они тут, кажется, по сравнению с тем, что постоянно тепло, постоянно солнышко, вот эти фрукты, люди все такие позитивные, вот эта атмосфера доброжелательности, бережности друг к другу. И не только от местных людей, но и иностранцы. Они тут такие, знаете, какие-то другие, позитивные, заряженные. Да даже вот русские. Вот я заметила, русские в России — это одни русские, а русские здесь — они другие. Ты как будто подстраиваешься под вот этот тайский вайб, и сам такой становишься более спокойный, более такой на чиле. Какой-то вот тайский вайб, он все-таки, конечно, особенный. И вот все вот эти минусы, они становятся не такими весомыми, не такими важными. Поэтому приезжайте в Таиланд. Тут правда так хорошо. Надеюсь, что кому-то я сегодня помогла и рассказала те нюансы, о которых вы не знали и не слышали раньше. Потому что для меня вот многое было действительно, ну, таким вот неожиданным, интересным, и очень многое меня приятно порадовало. Всем спасибо, всем пока.